Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Minor, и сегодня мы говорим о Biswap, о их стратегическом сотрудничестве с такой компанией, как Alpaca. 22 дня назад Biswap на своей площадке в Zendesk написал о начале стратегического партнерства с Alpaca. Alpaca Finance — это крупный игрок на финансовом рынке среди криптовалют. И как пишет нам Biswap, Alpaca Finance — это ведущий крупнейший протокол кредитования, позволяющий получать прибыль с использованием заемных средств сети BNB и Phantom. По факту это банк среди децентрализированных обменников. Чтобы заработать больше, на децентрализированной бирже нужно иметь больше монет, чтобы их положить, допустим, в стейкинг либо фарме. Но когда у нас этих монет недостаточно, но мы хотим заработать больше, нам поможет Alpaca. Она даст нам взаймы определенную сумму средств, и таким образом мы начнем зарабатывать больше. Например, мы хотим застейкать в Biswap там $300, чтобы получать там определенный процент, а у нас есть только 100. То вот именно Alpaca решает данные вопросы. Так выглядит основной сайт Alpaca, где на главной странице у нас заглавными буквами написано «Фарминг с плечом». Чтобы перейти на ту часть Alpaca, в которой мы можем участвовать в фарминге, нам нужно нажать на вот эту кнопку Launch App. И мы перейдем на вот эту страницу. Ну а чтобы не попасть на какой-то фишинговый мошеннический сайт среди криптовалют, в нашем файлике, ссылка на который всегда есть в описании под этим видео, я добавил вкладочку «Ссылки», куда размещаю все ссылки на ресурсы, которыми пользуюсь я, ну и пользуются многие, кто использует криптовалюту. Ну и сюда я также добавил ссылку на сайт Alpaca. Так что переходите, пользуйтесь и будьте в безопасности. И, кстати, не так давно на канале выходили 2 видео по поводу нового DEX Пандоры. Можете ознакомиться. Тоже перспективная и интересная платформа. И у них тоже, кстати, есть партнерство с Alpaca. Alpaca, в общем-то, довольно с большим количеством площадок запартнерилась. Также и Pancake у них тоже есть в партнерах. Вопросов по поводу надежности Alpaca, думаю, ни у кого не возникает. Но возвращаемся непосредственно к Alpaca. Здесь, кстати, очень удобно. Можно переключать светлую и темную тему. И также есть русский язык. Чтобы начать пользоваться данной площадкой, нам нужно подключить кошелек, нажав на вот эту кнопку. В общем-то, все точно так же, как и на любых дексах. Нажимаем кнопку, выбираем кошелек, который мы хотим использовать. Перед этим, естественно, если у вас в MetaMask несколько кошельков, выберите нужный вам кошелек. Выскакивает подтверждение. Ну, здесь также можно галочками добавить, если вы хотите подключить несколько своих счетов сразу же. И нажимаете Next, даете разрешение смотреть балансы и предлагать транзакции. Именно предлагать. Произошло соединение, и вы подключены. Сегодня мы будем говорить именно о фарминге, потому сразу переходим в раздел фарминг. Видим здесь 47 активных пулов и площадки, которые сейчас активны. Это Biswap, Pancake и MDEX. Выбираем Biswap и видим, что у нас есть 10 пулов. То есть 10 пар, в которые мы можем инвестировать с кредитным плечом и, естественно, в столько же раз повышенным APR. Давайте прокрутим вниз. Будем смотреть на примеры пары BSV-USDT. Если перейти на Biswap, мы видим, что здесь USDT BSV имеет процент APY 49, а APR процент 40. У меня, кстати, здесь с незапамятных времен лежит небольшое количество, на 100 или на $50 я сюда ложил, и оно мне уже накапало 39 BSV, что довольно прикольно. Так, ну мы возвращаемся на Biswap и давайте же проверим. Вот эта вот кнопочка, вот этот вот столбик говорит о том, какой размер плеча нам доступен. И по умолчанию здесь стоит у нас плечо 3, давайте его уберем к 1, и видим, что даже без плеча нам сейчас Alpaca предлагает 57%. 57% APY. Это, в общем-то, выгоднее, чем на самой площадке Biswap. А если же мы поставим максимальное плечо, на большинство активов оно будет именно 3, ведь на некоторые активы, видите, есть доступность плеча 4-5, например, в паре Bitcoin с USDT или там BNB, BUSD, кстати, ну, в паре с BNB есть проценты повыше. И если мы выберем плечо здесь 3, то мы видим, что у нас процент станет 229, ну почти 230. Давайте же нажмем кнопочку депозит и увидим, что нам предлагается. Мы видим 2 окошка, это 2 монеты из пары, которую мы выбрали. USDT и BUSD. Здесь есть выбор по процентам. Оно видит, сколько у вас на балансе есть монет. 16 USDT у меня на этом кошельке, 56 BSV. И оно предлагает в процентах, вот понажимать проценты, 50, 70, 100, сколько вы хотите положить именно в этот пул. Как вы знаете, для фарминга нам нужно в равных долях положить 2 монеты. В случае с BSV, допустим, если мы хотим положить 100 USDT, то в паре к 100 USDT нам нужно положить еще и монеток BSV на сумму $100. Ну, естественно, по курсу это будет что-то в районе там 30. Курс сейчас 0.35. И нам нужно иметь это количество монеток. Но Alpaca нам предлагает
также удобный такой способ, на мой взгляд. Мы можем просто указать, допустим, вот хочу положить просто $100, и тогда Альпака автоматически, то есть возьмет из этих $100 $50, купит на них автоматически по биржевому курсу токены BSV. И вам не надо заморачиваться, там высчитывать, покупать, уравнивать эти монеты. Все за вас сделается автоматически. Ниже вы видите ползунок, который позволяет нам выбрать кредитное плечо. Если мы выберем одинарное кредитное плечо, это у нас будет практически обычный стейкинг, такой же, как и на той же бирже BISWAP. Внизу у нас есть пункт выбора актива, который мы будем брать именно в кредит. В некоторых парах здесь его можно выбирать, но в паре с BSV и USDT мы берем в кредит всегда USDT. Он здесь зафиксирован. А внизу, собственно говоря, приведена статистика по нашему предполагаемому фарму. Вот если я здесь указал соточку, то у нас идет и здесь расчет. Видите, у нас из соточки получается 50% в USDT стоит у нас как бы в шорт, и 427 BSV мы якобы взяли в долг. Если мы возьмем $50 и высчитаем, сколько монеток по курсу 0.35 мы могли бы купить, то это у нас было бы 142 монетки. Но поскольку мы выбрали плечо X3, то у нас будет 142 умножить на 3, то есть 428. Вот таким образом это все дело работает. Поскольку мы берем в кредит, естественно, компания Альпака должна что-то на этом заработать, и она с вас возьмет 18% от вашего процента заработка. То есть от 228 по факту вы получите не 228%, а 210. Также здесь есть прекрасная кнопочка «Симуляция». Вы можете на нее нажать. Главное, что вы здесь должны увидеть, это цена, при которой у вас будет ликвидация. Как я сказал, мы по факту взяли в 3 раза больше BSV, чем у нас было. Мы на BSV давали $50, а купили по факту BSV на $150. И если курс будет расти, у нас будет все прекрасно. Если курс будет стоять, мы просто будем зарабатывать свой высокий APR. А если будет расти, то будет вообще хорошо. Но также может быть же и ситуация, когда курс будет падать. И вот эта вот красная линия нам говорит о том, когда наша позиция будет автоматически закрыта. Если цена BSV упадет ниже 18 центов 29 десятитысячных, то наша позиция будет в принудительном порядке закрыта. Что здесь хорошо, что в никакие долги компания Alpaca Finance нас не загонит. Все будет происходить в рамках наших вложенных $100. Но остальные линии нам позволяют сравнить фарминг без плеча, просто холд. Ну, просто холд — это у нас вот эта вот стабильная полоса, такая голубая. Фарминг без плеча, без кредитных средств у нас выглядит пунктирной линией, а зеленой линией отображаются наши показатели уже с нашим плечом. Ну и как вы видите, разница налицо. После того, как мы совсем ознакомились, у нас все устраивает, нажимаем кнопку «Фармить 3x», если вы выбрали плечо X3, и подтверждаете транзакцию в MetaMask. Чтобы увидеть, в каком состоянии находится ваша позиция, вам нужно перейти в раздел «Портфолио» на сайте. Там вы увидите ваши текущие позиции, показатели по доходности, безопасность вашего депозита, насколько близки либо далеки вы от ликвидации, кнопочку «Claim», где вы можете забирать награды, об этом чуть попозже, и кнопочку Adjust, с помощью которой вы сможете изменять вашу позицию. Ее можно увеличить, уменьшить, добавить кредитное плечо, либо уменьшить количество заемных средств. Чтобы добавить новые средства в фарминг, вы нажимаете кнопочку Adjust, и у вас добавит окошко, в которое вы можете добавлять любую из двух монет в паре, либо же обе сразу. Если вы не будете использовать эту вот галочку, то ваши внесенные средства будут добавлены без кредитного плеча, и таким образом вы можете отодвинуть вашу точку ликвидации. Это может быть полезно в критических случаях, когда цена сильно упала, но вы уверены в том, что падать дальше она не будет. Таким образом вы можете спасти вашу фарминг позиции от ликвидации. Если же у вас идет все хорошо, у вас уже пошла большая прибыль, монетка пошла в рост, то вы можете нажать вот эту галочку Borrow Me, и таким образом вы просто добавите новые средства на тех же условиях, с тем же плечом, которые у вас, например, были изначально. Но также у вас есть выбор с помощью вот этого вот ползунка, кредитное плечо, сделать его больше либо меньше. Если же вы хотите забрать свою награду, то есть закрыть позицию, вы нажимаете на кнопку Close в своем разделе портфолио. У вас есть два способа закрытия позиции. Вы можете закрыть позицию полностью, либо забрать часть средств из этой позиции. Если вы хотите забрать позицию полностью, то выбираем вот этот пункт Close Your Entire Position, то есть полностью позицию.
И здесь у вас есть тоже два варианта. Вы можете забрать позицию именно в токенах, в которые вы вложили, например, там BSV USDT, либо можете, используя кнопку Convert to BUSD, то есть забрать позицию свою, сразу конвертируя ее в доллары. Ну, в BUSD. Если же вы выберете второй пункт, частичное закрытие позиции, то выбираем Partially Close Position. Верхним ползунком мы выбираем, какую часть позиции мы хотим забрать, и обращаем внимание на нижний ползунок. Поскольку фарминг с плечом у нас использует заемные средства, то чем меньше у нас там тела, то есть чем меньше наших собственных средств, тем больше у нас процент заема и тем меньше у нас пространства до точки ликвидации. Забирая часть своих средств из этой позиции, вы уменьшаете ваш зазор на ликвидацию. То есть обращайте на это внимание. Ну а теперь поговорим о том же, как забрать нашу награду. Стоит сразу оговориться, что наши позиции, которые мы открываем в разделе Farm с плечом, они идут с реинвестом. Потому у нас используется такой параметр, как APY, да, он именно учитывает реинвест. И то есть наши заработанные деньги сразу реинвестируются, ну так же само, как это происходит в пулах для стейкинга на Biswap. То есть наша позиция постоянно сама себя прокачивает, и все заработанное вкладывается в нашу позицию. Таким образом, наши вложения ежедневно увеличиваются. И именно для этого существует возможность частичного закрытия позиции, о которой я вам уже рассказал. Напрямую заклеймить, забрать можно будет токены только Alpaca. Все это делается в разделе портфолио. После того, как вы нажали кнопку Claim, откроется окно, в котором вы увидите перечень всех доступных для клейма позиций. Ну и немножко о ликвидации, да, чтобы не довести свою позицию до ликвидации, следите за вот этим вот показателем Safety Buffer, не допускайте, чтобы вот этот показатель опускался к нулю. И если вы позицию хотите сохранить, то добавляйте туда ваших средств, как я показал вам ранее. Если все-таки у вас произошло такое горе, как ликвидация, то в разделе портфолио на вкладке ликвидационные позиции вы сможете увидеть свою позицию. Кто захочет детальнее разобраться и прояснить для себя еще какие-то моменты, которые я вдруг упустил, я оставлю ссылку на вот этот файл документации по Альпаке, где вы сможете найти ответы на практически все ваши вопросы. На этом, ребята, я буду заканчивать. Все полезные ссылки будут в описании. Присоединяйтесь также к сообществу Biswap в любой удобной для вас социальной сети. И также присоединяйтесь к программе Biswap Space Agent, если вы имеете возможность снимать видео или писать статьи, помогая Biswap развиваться. С вами был Александр. До скорых встреч!